Приветствую, друзья! Ну что, сегодня у нас 19 апреля 2024 года, и уже более 2 лет идет специальная военная операция путинского режима против Украины. Уже можно подвести некоторые итоги, так сказать, результаты, которые достигнуты Путиным и его режимом в отношении Украины. Все мы помним, что задекларированной целью специальной военной операции, которую во всеуслышание объявил Путин, явилась, так сказать, денацификация Украины. Ну, в связи с чем это было заявлено? В связи с тем, что режим Зеленского или его власть партии «Слуга народа» была объявлена бандеровской, неонацистской, сатанистской. Ну и в этой связи Путин начал специальную военную операцию, которая по его замыслу задекларирована, должна была привести к смещению Зеленского с поста президента Украины, а также к смене власти в Украине, которая уже 5 лет и даже более находится у кормила Украины. Если бы не путинская специальная военная операция, которая началась 24 февраля 2022 года и длится уже более 2 лет, то в Украине по нормам Конституции Украины 31 марта 2024 года были бы проведены очередные президентские выборы. Ну и поскольку рейтинг Зеленского и его партии очень сильно упал, то очень велика вероятность того, что Зеленский не был бы переизбран народом Украины на очередной президентский срок. То есть вероятность такого невыбора Зеленского украинцами очень велика. Поэтому я думаю, что смена власти в Украине 31 марта 2024 года была бы не в пользу Зеленского. И, так сказать, спокойно, демократическим способом эта власть была бы сменена. Но вот тут вмешался Путин. Он ввел войска в Украину, начал свои военные действия, начал разрушать украинские города, начал убивать мирных граждан Украины. Погибали украинские военные, в том числе погибали и россияне. Ну, в общем, много беды принесла и еще принесет эта война. И что же в результате? Не то, что у власти остается Зеленский, а то, что даже выборы не происходят в Украине. И эти выборы не происходят именно благодаря Путину, потому что в Украине в связи со специальной военной операцией, проводимой Путиным, отменены выборы. Если бы не Путин, то Зеленский, с большой долей вероятности, не остался бы у власти. И, так сказать, те желания Путина сместить Зеленского как предводителя неонацистов, бандеровцев, они были бы реализованы самим народом Украины. Но вот Путин продолжает спецвоенную операцию и способствует тому, что Зеленский, который является неонацистом, по мнению Путина, бандеровцем, сатанистом, продолжает находиться у власти. То есть Путин обыграл сам себя в своей многоходовой комбинации. Получается, что обратный результат получил
Путин от своих действий, от своей специальной военной операции. Затратив очень огромное количество ресурсов, он не добился своей цели, а добился прямо противоположного результата тому, чего он желал и тому, что он декларировал в качестве цели специальной военной операции. Ну, является ли Зеленский бандеровцем, неонацистом или сатанистом, это вопрос, конечно, не то что дискуссионный, он даже может и не дискутироваться, если бы взять чисто юридический аспект такой квалификации власти Зеленского, которая льется из всех российских информационных утюгов. Я даже специально просмотрел одно из дел, уголовных дел, которое было возбуждено в связи с тем, что одна гражданка России, она сделала 2 поста в социальных сетях российских, где говорила о том, что Бандера для украинцев герой, а для россиян он нацист. Ну и вот, рассматривая эти материалы дела, я там увидел, что нацистом Бандеру российский суд и прокуратура считают в связи с тем, что Нюрнбергский военный трибунал осудил нацистов. Но в материалах уголовного дела я не нашел того, что материалы Нюрнбергского военного трибунала приложены к материалам дела. Если анализировать вот те материалы Нюрнбергского военного трибунала, то никакой квалификации бандеровцев как нацистов в этих материалах Нюрнбергского военного трибунала нету. Поэтому говорить, что Бандера является нацистом в связи с тем, что Нюрнбергский трибунал вынес такое определение, это неправильно. Нацистом бандеровцы и Бандера Нюрнбергский трибунал не признавал. Является ли Бандера героем Украины? Ну, тоже нет. Когда-то такое звание Ющенко присвоил своим указом Степану Бандере, но тут же, в том же 2010 году, этот указ был отменен, то есть на сегодня Бандера не является героем Украины. Суд отменил этот указ Ющенко в связи с тем, что по положению о звании, присвоении звания Героя Украины, этот Герой Украины должен был проживать в Украине, начиная с 1991 года. А Бандера, как известно, в этот временной промежуток в Украине не проживал. Поэтому суд на законных основаниях отменил указ Ющенко, и Бандера не является героем Украины, хотя об этом кричат со всех, как говорится, опять информационных российских утюгов. Не является Бандера героем Украины. Почему украинцы не избрали бы Зеленского на очередной президентский срок? Ну, этому есть много причин, и есть результаты опроса общественного мнения, по которому можно видеть, что рейтинг Зеленского и его партии очень резко упал. В связи с войной и другими обстоятельствами. Например, в связи с тем, что многие рассчитывали, что Зеленский реализует права русскоговорящего национального меньшинства в Украине, которые задекларированы в Конституции, где говорится, что использование русского языка в Украине оно свободное, и развитие русского языка также
свободно в Украине, развитие и использование русского языка. И Зеленский в 2014 году, еще не будучи президентом, он заявлял, что, дескать, отцепитесь от тех, кто в Украине желает разговаривать на русском языке, его использовать в общественной сфере, и разрешите им это делать свободно, так как это записано в Конституции. Поэтому многие голосовали за Зеленского, русскоговорящие, именно в этой связи. Но придя к власти, Зеленский изменил свою позицию и не стал отстаивать права русскоговорящих. Так вот, если бы не Путин со своей спецвоенной операцией, то Зеленский бы не объявил военное положение в Украине, и были бы 31 марта, состоялись бы 2024 года, состоялись бы очередные президентские выборы, на котором, еще раз повторю, с большой долей вероятности Зеленский бы не был бы избран украинцами, уже гражданами Украины, не был бы избран президентом. Поэтому Путин добился своей специальной военной операции обратного результата своей задекларированной цели и фактически на сегодня является пособником того обстоятельства, что Зеленский продолжает оставаться у власти в Украине. То есть Путин говорит, что нужно свергнуть Зеленского, сменить режим Зеленского, а на самом деле вся эта спецвоенная операция способствует тому, что Зеленский без всяких выборов продолжает находиться у власти в Украине. То есть Путин обыграл сам себя своей многоходовочкой. Может быть, он действительно желает, чтобы Зеленский находился у власти? Так пусть прямо об этом скажет. Или он опять, как когда-то, говорит, это не я и хата не моя, да? То есть получается, что Путин фактически является союзником Зеленского, который благодаря Путину сейчас продолжает находиться у власти в Украине. Спасибо за внимание. До новых встреч.